Друзья, всем привет! Сегодня будет пятый ролик, посвященный PvP режиму 22 сезона. Конечно, такой челлендж для себя — это что-то новенькое. Да и вы, пожалуйста, поддержите меня лайками, потому что это действительно очень сильно мотивирует. Ну и подписку не забывайте делать. Итак, ребят, смотрите, я сейчас нахожусь на 46 месте. У меня винрейт 80. Меня, конечно, немножко скинули с того рейтинга, который я был, но сегодня мы попробуем сделать 10 из 10 обратно, чтобы подняться в рейтинге как можно выше. Ну и давайте начинать. Первая катка. Посмотрим, какие противники на сегодня у нас запланированы. Итак, ребят, первый противник, который нам попадается, это Анир. Довольно-таки сильный, но у меня просто великолепные скиллы, которые, видите, я беру. Я думаю, что здесь не будет даже никаких проблем, хоть и Анир очень сильный, 80 тысяч хп. Это довольно-таки много. Так, и видите, как он меня сильно коцает. Наверняка это Анир 6 звезды. Он хорошо меня разносил, но победа за мной. Супер, это первая победа. Приятно начинать день ПВП с победы. Будем двигаться дальше. Надеюсь, что дальше будет так же само, как и первая катка. Ребят, ждем противника. По-моему, это тот же противник, который был. Да, ребят, это тот же Анир, но на этот раз вы видите, насколько у меня хуже скиллы. Я беру упругие стены, мастер крит урона и, наверняка давайте звезду, которая может замораживать, если будет попадать. Надеюсь, что это сыграет хорошую шутку со мной. А у противника диагоналки, ребят, и он меня тупо разносит. Смотрите, как это больно. Походу я здесь упаду. Хотя у меня криты довольно-таки часто вылетают. Ребят, я сейчас качнул уже огненного демона на 3-ю звезду. У него крит урон практически 20%. Это очень и очень много. К сожалению, эту катку я проиграл, двигаемся дальше. И тот же противник нам обратно попадается. Ребят, надо брать реванш по-любому. Вы видите скиллы, которые я беру. Обязательно берите клонов, потому что клоны на любом персонаже очень много появляется, когда вы этот скин берете. Скилл, вернее. И давайте пробовать разносить. Так. Отлично, у нас много уже клонов есть, и противнику в принципе нечего делать, хотя видите, у него тоже клоны есть, и он меня немножко подсаживает. Нет, ребят, это тоже заканчивается моя победа, я очень и очень этому рад. Еще плюс 50 кристаллов в свою копилочку. Довольно-таки противный противник и очень сильный. Сложно играть с такими анирами, особенно, я практически уверен, что это 6-я звезда. У меня на данный момент 5-я. Ой, сейчас прям пушечное мясо попадается нам, ребят. Скиллы очень хорошие, Фарен. Не знаю, он еще и улыбается, зачем он это делает, вообще непонятно. Но тут в одну калитку должно быть, даже не важно, какие у него скиллы попадаются. Смотрите, просто 3 тычки и минус. Побольше бы таких противников, как мне, так и вам, ребят, чтобы вы больше делали винрейт себе и больше зарабатывали кристаллов. Двигаемся дальше, 4 катки позади. Сейчас нам попадается какой противник? Ого, это, ребят, Райан, и еще и Райан в костюме моряка. Скиллов у нас, таких, чтобы были вау, нету, и я сейчас буду пробовать его выиграть. Мы должны помнить, что у Райана есть вторая дополнительная жизнь. Она, конечно, не 100%, но 50% хп у него точно будет. Карта не моя, но сейчас будем пробовать. Вау, у него еще и криты могут вылетать. Хотя, ребят, посмотрите, как я его демажу. Это просто жесть. Вот я вам честно скажу, когда я прокачал огненного демона, криты вылетают намного чаще. Я думаю, что это тоже без вариантов победа. Он в меня вроде как попадает, но щит очень сильно укрывает. Есть ряд таких, ребят, скиллов, которые попадаются, обязательно надо их брать. И один из них — это укрывающийся щит. Отлично. 5 каток позади, 4 победы, 1 поражение. Пока идем довольно-таки хорошо. Ждем следующего противника, который нам попадется. Я надеюсь, что это будет что-то интересненькое. Итак, противник определен. Сейчас смотрим, кто это. Это Анир. И даже у него, по-моему, немножко меньше хп, чем у меня. Видимо, тоже это 4-я, 5-я звезда, плюс прокачка, плюс левел, скорее всего, 100-й. Давайте пробовать. Итак, у меня двойная, у него диагоналки, у него еще и клоны. Посмотрите, сколько клонов у него есть. Вау, это может быть поражение. Вот эта потная катка. Нет, ребят, это победа. Это игрок с клана Месиво. Я люблю выигрывать этот клан. Вот так исторически сложилось для меня. Это один из тоже топовых кланов на ру-сегменте, но их выигрывать нужно, ребят. Обратно мне попадается тот же противник. Я буду биться с ним постоянно. Как он мне попадается, он довольно-таки
слабый, я бы сказал, но есть тоже такие моменты. Вот он чуть меня не вынес, потому что у него было очень-очень много клонов. Сейчас у меня на 21 тысячу хп больше, ребят. На 21, вы только представьте. И смотрите, сразу залетает криты, как я только с него попадаю. Так, клоны мои появляются. Ну, я думаю, что здесь без вариантов даже можно немножко побегать от него, потому что, в принципе, клоны должны сделать свое дело, что они и делают, кстати. И обратно мы его побеждаем. 2 победы над Месиво, это уже очень и очень круто. Двигаемся дальше, остается все меньше и меньше каток. Вроде как день получается очень неплохой, всего лишь 1 поражение пока что. Обратно тот же противник, плюс еще и скиллы, диагоналки, заморозка. Ну и, ребят, кровожадность обязательно, потому что вдруг он будет в меня попадать больше, чем я, но у меня будет идти отжор хп. Карта вообще не наша, и вот я не знаю, что он хотел сделать. Он бежит ко мне, я его замораживаю. Ребят, у него тоже, кстати, диагоналки, но смотрите, криты делают свое. Если вы не знаете, кого фармить на ферме, обязательно фармите огненного демона. Он дает отличную защиту от урона и плюс, ребята, еще и крит урон. Это очень и очень круто. Обратно нам попадается тот же противник, пока 3 победы над ним и без 1 поражения. Скиллы, ну двойник, давайте кровожадность и бонус скорости. Хотя я думаю, что можно было брать мастера уклонения. Так, будем пробовать с ним. Сейчас у него укрывающийся щит, и это очень и очень плохо, ребят, для нас. Он пока попадает в нас больше, чем я в него. Криты у него также вылетают, но хотя у меня есть кровожадность. Так, ребят, очень напряжная катка. Я могу даже здесь и проиграть. Смотрите, клонов много, клоны должны добить. И, ребят, вот это обидное поражение. Блин, надо было его еще раз выиграть. Ух. Я думал, что я все-таки выиграю, клоны его добьют. Ну, ребят, последняя катка, окей, давайте двигаться дальше. Это против нас Лина. У нас диагоналки, давайте еще возьмем призвать Нетопыря и... Ну, наверное, Звезда Мороза. Все-таки я люблю, когда замораживают, и противник сразу дисбаланс у него идет. Итак, двигаемся, смотрим. Лина. Так, у меня клонов уже больше. Посмотрите, что происходит с этой Линой. О, жесть. Клоны просто добивают его. Итак, ребят, смотрите. Это мой соклан. Ты, конечно, извини меня, что я с тобой сыграл и выиграл, но катка была довольно-таки интересная, хотя она и в одну калитку наверняка была, у меня больше и критов вылетало, но, ребят, встретить своего соклана в PvP режиме, это очень и очень интересно. Закончили мы на сегодня 10 каток, я выиграл 8 из 10, в принципе, неплохо, винрейт 80, поднялся, ребят, на 6 место. Смотрите, у меня винрейт также остался 80%, из 50 каток я проиграл 40, и с гордостью могу сказать, что количество кристаллов, которые я заработал сегодня, это 200. Как раз 200 кристаллов можно потратить для клана, пройти дополнительную попытку в сундуках, ну вот в общем как-то так. Ну что ж, ребят, в принципе таким получился ролик. Это 5-й день 22 сезона PvP режима. Я надеюсь, что вы меня будете поддерживать лайками, потому что для меня это челлендж тоже как вызов. Вам всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.